трава в этом водоеме высокая, поэтому живца будем прям над самой травой ставить. Живец у нас карась. Привет, друзья и гости моего канала. Рыбалка сегодня началась. Очень тяжело. Собирался приехать сюда по темну. Выехал из дома в 6. Думал, за час не спеша доберусь. Ну и практически я подъехал. Там осталось минут 10 ехать. И вот этот снежок у нас такой припорошил вроде всю траву. Лужи чуть сверху примерзли льдом, и вот ровная получалась снеговая гладь. Ну, я так еду спокойненько, аккуратненько. И, ну, так периодически в бок машина кидает то, что у нас ледяной дождь был. Скользит туда-сюда, туда-сюда. И раз меня прям в сторону, бах, скидывает и прям на днище сел. Все, на глушняк, колеса крутятся и все. Подергался назад-вперед вообще никак. Ну, в итоге поддомкратил машину, подложил под одно колесо. Бесполезно. Второе поддомкратил. Бесполезно. Третье поддомкратил. Ну, уже кое-как, но с натяхом прям начало. Вот. И что самое интересное, с собой топор был, но хотелось бы пила. Благо тут лесок, где-то доски валяются. Вот от отдыхающих там пришлось позаимствовать камни, которые выкладывали, ну, такой как мангальчики. Доски валялись, бревен много всяких. В итоге санки, с санок все выгрузил. И с этими санками, наверное, раз 10 ходил. Вот тут по лесу, по посадкам искал дрова, доски, кирпичи, все, что можно. Ну вот, за 5 часов я выехал. В итоге на водоеме оказался я только 3:30. А темнеет у нас уже ближе к 4. Потому что рыбалка сегодня прям совсем короткая. Ну как короткая? Началась она уже с 6 утра. Просто трудности возникли на 5 часов. Ну ладно, тем не менее возвращаться не стал. Думаю, раз уж ехал, надо до водоема доехать. А лед тут прям уже, ну, сантиметров, наверное, 8-7, такой толстый. Если вот до этого водоем проезжал, там прям пешня с одного удара пробивает, то здесь сантиметров 8. Тут прям, видать, он встал раньше. И вообще такой прям. Пешня не пробивает с первого удара, разов со второго, с третьего. Если приложиться, то пробивает. Давай чайку поймем за такое тяжелое начало. 10 жерлиц поставил. Ну, прям особо, честно, ничего не вымерял. Такой водоем, он травянистый, но глубокий. То есть, допустим, прям под берегом глубина 3 метра, и из них травы, наверное, метра под 2, бывает 2,5. Тут, конечно, желательно в лунки хотя бы заглядывать, либо эхолотом. Но у меня времени нет, то есть еще полчаса-час, и на рыбалку у меня вообще времени не останется. Так поднял по максимуму на метр над травой. Что будет, то будет. На этот водоем проезжать стало совсем тяжело. Осенью здесь мы были как раз
крайне, наверное, осенняя рыбалка здесь. С лодки на кружке вон там были. Тоже провозились, конечно, не 5 часов, но 2 часа. Заезжали с другой стороны. Дорога там плохая. Сейчас поехал вокруг я. Думал, ну может тут хоть дорога получше, поровней. Вот там что трактора ездили, все вот так вот перепахано, переезжено внедорожники. Я не знаю, тут как будто по катушке, на джипах может быть. Либо на тракторах, скорее всего. Ну, очень тяжело сюда проехать. А еще назад не ехать. Друзья, первый загар. Не знаю, там ложный, нет. Ставил так. Сегодня все на вот, Маша. Но, тем не менее, флажочек поднялся. И хотим мы, не хотим, но пойдем сейчас его проверим. Катушка не мотается. Опа, есть. Первая. Открылись, друзья. Вот она. Вот она, мелкая, первая. Все-таки мы открыли сезон. Ой, плыви. Есть. Мелочь, а приятно. Погнали дальше ждать. Прекрасное начало рыбалки. Вернее, не начало, а именно начало, прекрасное начало нахождения на льду. Рыбалка началась очень плохо, а вот именно нахождение на льду началось очень прекрасно. Открылись по первому льду, первой щучкой. Приятно. Мелкая, но приятно. Второй загар. Они прям две рядом сработали. Одна, если это вот сработала. А теперь получается у нас дальняя. Не мотай. Да, лихо она его лупанула. Распотрошила. Живца она полностью распотрошила. Сейчас думаю поменять, а потом, в принципе, пока он живой, немного пузо у него вспорото, но сейчас минут 10 постоит. Если она у нас не клюнет, то пойдем перезакинем нового живчика. Я уже собираю кружки. Время уже ближе к 4 идет. И вот как раз прям перед носом у меня сработала жерлица. Давайте сейчас посмотрим, что там. Ну, что-то подозрение, что опять тут карась что-то придумал. Опа. Тихо.
О, ты хорош. Пальцы не надо кусать. Аккуратненько тебя сейчас отцепим. Вот такой маленький шнурочек. Вот такой опять. Мелкая щучка. Вот она. Отпускаем. Отлично. Хорошее завершение рыбалки. Такая вот получилась короткая рыбалка. Ну, появился форс-мажор. Все бывает. Так что, друзья, спасибо за просмотр. Всем пока. Занимайтесь любимым делом. Ездите на рыбалку.